Привет всем любителям пива, с вами Ян Калка, и на обзоре у нас импортный и произведенный в России по лицензии. Очень много видео на YouTube появилось, где рассказывается, что разницы между этими вариантами пива нет. Я утверждаю, что есть. Давайте смотреть на банку и узнаем, чем отличаются данные напитки. Первый. Козел, произведенный в России. 0,45 банка, разница раз. Экстрактивность начального сусла 9,8. Российский козел меньше десятки. Запомните это. Алкоголя 4,0. В составе: вода питьевая, солод пивоваренный, ячменный, хмель, хмелепродукты. Импортный. Импортный козел, произведенный Белка Поповица. У нас в составе: вода, ячменный солод, хмелепродукты. Алкоголя 4,6. Экстрактивность начального сусла 11,25. То есть ловите разницу: 9,8, 11,25. Алкоголя 4, алкоголя 4,6. То есть не нужно быть каким-то экспертом пивным, чтобы понять, что это пиво абсолютно разное. Тут мы имеем двенашку, здесь мы имеем меньше, чем десятку. Ладно, давайте вскрываться. Это у нас российский вариант. Довольно приятный по цвету. Не сильно перекарбонизировано. И чешский вариант. По цвету почти разницы нет. Карбонизация и там не сильная. У российского варианта пенная шапка более рыхлая, более большие пузырьки в аромате. Пусто, чуть кислинки, насыщенный хмель. Здесь хмеля нет, в левом варианте, вот здесь, он есть. Кстати, привет Саше. Саша, я в перчатках сегодня. Аромат хмеля, чуть солода. Здесь пустая вода. К сожалению. Пробуем российский вариант. Чуть кислинки, капельку хмеля на послевкусии. Это вода, пустая вода. Левый вариант. Насыщенный, намного насыщеннее хмель, сильнее, гораздо сильнее ощущается хмель, послевкусие и горечь. Насыщенный солод. Вот это уже вкусно. Это типичный чех. Чуть-чуть вот здесь есть серы, немного. И очень хороший хмель на послевкусие. Довольно продолжительный. Да, вкусно. В общем, еще раз. Это два разных пива. Экстрактивность разная, вкус, ароматика разная. Алкоголя количество разных. Это абсолютно два разных пива. Российский козел никакого отношения к одному из моих любимых из масс-маркета, чешскому козлу, не имеет отношения. И еще раз вам повторяю. Это очень достойный, питкий, ароматный лагерь. Это фигня. Более того, у вас даже не получится на российском пиве сделать коктейль на основе светлого и темного пива, потому что плотность начального сусла у темного и светлого козла российского производства практически одинаковая, а у чеха светлое пиво гораздо плотнее, нежели темная версия. Поэтому именно на темном можно брать темное российское, можно брать чешское, разницы нет, а вот светлое нужно обязательно брать именно чешскую версию. Поэтому с учетом цены в $1 российская версия получит от меня балла 3. С учетом цены в $2 чешский вариант получит баллов 7. Я рекомендую это пиво. Много. Сейчас идет лето. Оно приятное, оно с горчинкой. Оно сбалансированное, самое главное. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. С вами был Ян Калка. До новых обзоров.